Так сложилось, что в ранней юности я видел довольно много работ художников-нонконформистов, художников неофициального искусства 60-х, 80-х годов, Краснопевцева, Зверева, Плавинского, Яковлева, Инкелевского, Немухина, Инфанты, Комра, Меламида, Вадима Захарова. Можно даже сказать, что двухтомный каталог выставки другого искусства, который была в Третьяковской галерее, был какое-то время моей настольной книгой. Среди всех произведений выделялись афорты Дмитрия Плавинского. На них можно было видеть что-то совершенно удивительное. Это были какие-то древние рукописи, на которые садились бабочки с таинственным узором на крыльях, или же руины пустого дома, сквозь которые прорастали деревья и травы, или же торец пня, вглядываясь в который можно было видеть слова и знаки. Произведения эти приковывали взгляд, потому что предлагали собственное пространство для переживания, ломали саму структуру реальности. При погружении в это пространство мысли переключались, точнее что-то их переключало, давая свободу думать о чем-то совершенно отвлеченном, о отвлеченных вещах, о природе, гармонии, времени или красоте, которая может возникать вследствие напластований, наслоения временных пластов. Много позже мне довелось работать над выставкой, которая была посвящена одному очень важному и концептуальному произведению Плавинского – книге трав. В ней художник сам опыт созерцания природы уподобил творческому акту, а искусство – углубленной медитации. И книга трав – своеобразный дневник этой медитации. Это идея о возможности приблизиться к пониманию универсума через изучение микрокосма. Несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, неактуальность этой идеи в эпоху постмодернизма, на слишком большую серьезность, она находит аналогии в мировой культуре. Например, близкий круг идей изучения микрокосма разрабатывал выдающийся композитор XX века Джон Кейдж. Известно, что он был увлечен изучением грибов, хождением по лесу, а сам процесс поиска грибов сравнивал с опытом слушания тихих звуков, которые в обычной жизни перекрываются другими шумами, криками детей или сиренами пожарных машин. Здесь адресую к идее его знаменитого перформанса 4.33. В дневниках Плавинского мы находим близкие слова книги трав как способы слушания тихих звуков. Например, природа, лес и его жизнь с цветами, травами, бабочками растворили в небытии грохочущую городскую жизнь и московскую суету. Сидел один на пне и рисовал бабочек, папоротники, грибы и одуванчики. Книга трав была сделана в Подмосковье летом 1963 года и состояла из двух частей. Первый – тончайшие рисунки пером с изображениями лесных трав и лесных и луговых трав. Их порядка 50. Плавинский специально разбавлял тушь водой для получения нежного, серебристого, как бы ускользающего контура. А во второй части книги трав – монотипии. Непосредственно отпечатки с листьев разной величины, формы, фактуры, своеобразный гербарий художника. Сама идея была подсказана Плавинскому названием поэтического сборника Уолта Уитмана «Листья травы», а также отпечатком листа шалфея из Атлантического кодекса Леонардо да Винчи, который Плавинский мог увидеть в репродукции. Художник писал: «Работа над книгой трав – личный опыт медитации. Я ходил по лесу босой, боясь наступить на гусеницу, муравья или цветок. Высшая сосредоточенность собрала и направила мою волю на устранение каких-либо посредников между природой и мной. Рисунки книги трав абсолютно лишены искусственности и искусства». Это была длительная медитация, вне времени и пространства. Работа над книгой трав не завершилась с созданием самих рисунков. В своих рабочих записных книжках он неоднократно описывал множество способов организации книги трав, был захвачен мыслью о систематизации своих наблюдений над природой и превращении их в подобие ботанических атласов эпохи Просвещения. Он писал: «Я настолько погрузился в мир трав, что для меня каждый лист, казалось, имел свой звук и иероглиф, этот звук выражающий. Я вплотную приблизился к составлению письменностями травами, к алфавиту листьев травы. Главное в таком алфавите – определить различие форм согласных и гласных звуков. Согласные мне представлялись вертикальными листьями, определяющие ритмику строки, а не подобно ударным инструментам в оркестре. Гласные же звуки более сближены по звучанию, легко перетекают друг в друга, их модуляция свободна и непрерывна,
очертания круглого листа или листа овального вполне выражают текучую трансформацию гласных звуков. Кстати сказать, в 1972 году Джон Кейдж, о котором я уже упоминал, реализовал близкую книге Траф идею. Он издал книгу грибов, которая включала в себя стихи, рецепты и рисунки. Она сейчас находится в коллекции Музея современного искусства в Нью-Йорке, ну а книга Траф в собрании Пушкинского музея. Мне кажется, что такого рода созерцание – прекрасный способ прожить не то чтобы минуту, а вполне состоятельная жизненная концепция. Мы же с вами стали на 5 минут ближе к лету.